Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро вам из места, которое называется Тулоу, или Надин Тулоу, да. На самом деле это земляные дома. Тулоу переводится с китайского, известный такой тоже достопримечательность провинции Фудзянь. Мы уже бывали в таких домах в других местах, таких, скажем, менее туристических, чем вот это, потому что конкретно надинские земляные дома, Тулоу, вот эти круглые красивые дома, они, скажем так, это самый популярный курорт, куда приезжают больше всего туристов. По той причине, что здесь их аж целых 4 круглых и еще один большой квадратный. По сравнению такая картинка, когда сверху их фоткают с горы или с коптера. Красивый очень такой рисунок, такие 4 круглых, а посередине такой квадратный дом. Это, кстати, находится довольно высоко в горах, здесь почти 800 метров над уровнем моря. И что интересно, в этих домах, так же, как, в общем-то, и в тех, которые не являются туристическим достоянием, тоже живут люди по-прежнему. То есть внутри там все так очень самобытно, то есть как обычный старый китайский дом. Как правило, те, кто там живут, занимаются, естественно, окучиванием туристов, то есть продают всякие разные сувениры, еду, там всякую ерунду. Но зато, что здорово, то что сохранилась полностью такая вот естественность этого места, потому что его, конечно, государство охраняет, то есть помогают там делать ремонт этих зданий, там, чтобы они не разваливались, потому что очень много мы видели таких же разрушенных и в Пинхэ, и в Джаоане, где только не видели. Но здесь конкретно их оберегают уже на правительственном уровне. Мы сегодня вечером сюда приехали. Приехали мы по причине того, что здесь делают довольно-таки интересный чаек красный, который мы, кстати, раньше подобный привозили уже. И я тут бывал неподалеку, но не ездил, не снимал прямо здесь, потому что, не знаю, не было особого интереса в туристических достопримечательностях гулять. В этот раз решили заехать, потратить немножко больше времени и сейчас поездить по местным деревушкам в поисках местного красного чая. Чаек местный называется Тулоу Хун Мэйжэнь, или красная красавица из Тулоу, да, то есть красный чай Мэйжэнь, мы знаем название Мэйжэнь по Тайваню, то есть Дунфан Мэйжэнь. И мне кажется, что на самом деле возможно, я в этом не уверен, но название либо мигрировало с Тайваня сюда, либо наоборот, но так или иначе. В общем, так как тайваньцы во многом бывшие жители провинции Фудзянь, либо их родственники, поэтому мы предполагаем, что какая-то взаимосвязь между этими чаями есть. Так или иначе, мы сейчас эти вопросы поизучаем. Я уже тут в окрестностях весной находил чаек очень вкусный тоже. Тулоу Хунча, такой у нас есть в ассортименте, и Тулоу Лао Хунча, тоже весьма очень достойный, выдержанный чай местный. И поэтому мы немножко этот регион поглубже изучим. Сейчас мы тут с утречка сели на скамеечку в самом центре главной площади попить чаек. На самом деле очень удивляются по-прежнему местные, то есть ничего себе тут завариваете, правильно, красиво, надо же, как же так. По-прежнему это, даже если бы китаец так сидел, он бы это удивляло. А когда мы тут еще и сели туристы белые чаек пить, это, конечно, привлекает внимание. Да, но мы сейчас тут, наверное, позавтракаем и поедем по деревушкам, потому что в туристическом месте особо делать нечего, кроме как, посмотрели, дальше поехали. По дороге к нашей деревушке с волшебным красным чаем мне постоянно не покидает ощущение, что мы где-то на Тайване находимся. Потому что здесь на самом деле вот тоже начался дикорастущий лес, уже такой настоящий лес, именно с взрослыми деревьями. Кое-какие из них там явно уже под 200 лет и старше есть. Совсем другое от него, конечно, ощущение, чем от молодняка,
которые сейчас на восстановительных процедурах. Как сейчас очень много где по Китаю, да, восстанавливают после рубок. А тут вот именно такой лес прям дикий. И туман вот этот вот невероятный, тоже чайные плантации в тумане. Здесь, кстати, многие тайваньцы тоже пытаются выращивать тайваньские сорта, тайваньские культивары чая, потому что, ну, во-первых, у них тут родственники очень немногих. Но мне кажется, что тайваньский чай нужно брать на Тайване, а вот именно какие-то местные интересные чаи мы надеемся сегодня все-таки доехать. Хотя нам очень сильно мешают вот эти красоты по дороге, просто невозможно. Хочется постоянно остановиться, посмотреть, подышать этим туманом. Невероятная красота вообще. И просто все такое тоже очень похоже на Тайвань. Все в мху. Тоже маленькие даосские молелинки такие вот, уютненько довольно здесь. И, кстати, еще что интересно, вот эти вот тулоу, они в нескольких деревнях находятся, тут их довольно много. Под вечер уже стемнело, практически добрались до широко известной в узких кругах деревеньки в уезде Наньцзянь, где тоже выращивают, как ни странно, улуны. Это самый юг провинции Фудзянь. Проезжали через огромное количество тулоу, красот, всяческих гор, дорог. Вот, затем мы наконец добрались. Сейчас мы нашли тут в деревне с трудом место, где можно покушать. Ресторан совмещен вместе с маленьким магазинчиком. Как и в любом нормальном месте, у всех обязательно стоит чибань. Люди не продают чай, не занимаются чаем, у них просто стоит чибань. Хозяйка нас пригласила вежливо попить чаек. Написано на нем Дохунпао, но мы не будем верить, мы будем думать, что это жоубуй, скорее всего. Судя по аромату, делают его здесь, делают по вышайской технологии. И сегодня мы, наверное, попробуем и познакомимся поближе с этим чаечком и еще с другими, потому что здесь много чего делают в этом месте. Кстати, чибанька тоже мне очень понравилась. Я ее уже наблюдал как-то раз у ребят в Фанхуане подобные чибани. Мне кажется, что делают где-то в Чаоджоу, скорее всего. Здесь, кстати, высота над уровнем моря от 800 до 1000 метров. Вот, достаточно высоко. Место абсолютно не раскрученное с точки зрения каких-либо достопримечательностей или каких-то туристических историй. Но тут есть прикольный чай, который, кстати, мы еще раньше возили как-то, но возили мало. Поэтому будем сейчас расширять линейку улунов с юга Фудзяни, всяческих редких и необычных. Эту работу мы начали в мае и сейчас продолжим. Кстати, неплохой такой довольно-таки жоугуй. Что, конечно, сложно делать в горах, так это рассчитывать время, потому что ехали сюда очень долго, практически целый день. Думаю, что сегодня еще успеем потусоваться и там куда-нибудь сойти, но, наверное, не очень много чего успеем. Либо придется ночевать в деревне, либо придется спуститься обратно и потом сюда еще раз заехать. Неплохой, кстати, чай. Такой среднего огня. Ну, кстати, отличается сильно от уишанских и от южно-фудзянцев других, которые типа как джавань делают. Тоже по уишанской технологии чай. Люблю Китай вообще, знаете, вот чего вы хотите. Вот, причем, чем дальше от городов, тем больше люблю, потому что ты приезжаешь в деревню, и просто какой-то зашел лавай там с друзьями. На, дружище, садись, присаживайся, вот на тебе там, садись прям за мой стол, тут касса, у них бабки, тут все вообще. Сидишь все спокойно, чаек пьешь, пока хозяйка еду готовит.